Здравствуйте, счастливые обладатели двухфантурных вязальных машин. Сегодня покажу два варианта вязания резинки 1 на 1. Первый, когда в рабочее положение иглы выдвигаются через одну. Это самая востребованная резинка, обычно она применяется в опушках изделия. Второй способ, когда все иглы выдвинуты в рабочее положение. Эту вязку также называют ластиком. Обычно ее я использую для вязания рюш. После влажной тепловой обработки она получается в 1,5 раза шире, чем закрепляющий рулик. Как на этом джемпере, здесь я украсила рюшами и низ основы, и низы рукавов, и горловину. Проверяем настройки на верхней каретке. Ручка выбора узора стоит на ОУ. Иглооттяжные рычаги на римской двойке с обеих сторон. То есть иглы провязываются в переднем рабочем положении. Это когда пятка иглы находится на отрезке С и до упора линии D. Боковые рычаги с обеих сторон стоят на кружочке. То есть в связке с ручкой выбора узора на ОУ петли провязываются только в рабочем положении. Это когда пятка иглы находится на линии B и не дальше линии С. Переходим на нижнюю каретку. Оба установочных рычага ставим на единицу. Иглооттяжные рычаги на римской двойке с обеих сторон. Кнопка накида стоит на такой полустрелке. И автоустановочный рычаг стоит на единице. Если вы случайно переставите его на 0, то на нижней фантуре у вас петли провязываться не будут. Рычаг полушага стоит на π. Ручка сдвига на 5. Когда рычаг полушага находится на π, иглы на верхней фантуре стоят напротив игл нижней фантуры. То есть в выдвинутом положении они натыкаются друг на друга. Когда рычаг полушага стоит на H, иглы на фантурах расположены в шахматном порядке относительно друг друга. Берем отборную гребенку 1 к 1. Я буду набирать по 30 петель в обе стороны. Сначала 30-ю иглу выдвигаем вручную. Остальные выдвигаем с помощью гребенки. На нижней фантуре выдвигаем иглы в шахматном порядке относительно иглам верхней фантуры. Заметьте, на верхней фантуре 30-я игла находится справа, а на нижней слева. Вставляем нить в нитевод соединительного плеча и провязываем первый закрепляющий ряд. Поправим крайние иглы. Вот такой зигзаг должен получиться. Берем оттяжную гребенку, вытаскиваем спицу. Беремся пальцами за отверстие в середине гребенки, чтобы как можно точнее совместить ее с серединой фантур. Просовываем гребенку между фантурами так, чтобы зубчики гребенки прошли между нитями зигзага. Вставляем спицу. Не забываем навешать грузы. Далее будем провязывать 2 закрепляющих ряда круговым вязанием. То есть петли на этих рядах провязываются только на одной фантуре. 30-я последняя провязанная петля находится на верхней фантуре. И следующий ряд лучше начинать с 29-й иглы. Соответственно, первый круговой ряд провязываем на нижней фантуре. То есть левый установочный рычаг остается на единице. И поэтому все настройки для кругового вязания выставляем справа кареток. Ручку выбора узора с OU переставляем на SJ. Правый боковой рычаг на верхней фантуре переставляем с кружочка на треугольник. То есть в связке с ручкой выбора узора на SJ петли на верхней фантуре будут провязываться в рабочем положении. В данных настройках получается, что на верхней фантуре справа налево ряд не будет провязываться, а слева направо провязывается.
Правый установочный рычаг на нижней фантуре переставляем с единицы на 0. То есть, когда левый установочный рычаг стоит на единице, то провязывается ряд справа налево на нижней фантуре. Когда правый установочный рычаг стоит на нуле, на нижней фантуре ряд слева направо не провязывается. Провязываем второй закрепляющий ряд. Провязались петли только на нижней фантуре. На третьем закрепляющем ряду провязались петли только на верхней фантуре. Все 3 наборных ряда провязаны. Обнуляем счетчик рядов. Для основного вязания резинки 1 на 1 возвращаем все на круги своя. Ручку выбора узора ставим на ОУ. Боковой рычаг справа на верхней фантуре переставляем с треугольника на кружочек. Установочный правый рычаг на нижней фантуре переставляем с нуля на единицу. Переставляем на обеих фантурах плотность с единицы на тройку. И вяжем основное полотно резинкой 1 на 1. Я советую вам в процессе вязания выдвигать крайние иглы в переднее рабочее положение. В этом положении они точно провяжутся и не соскользнут. Провязали 10 рядов. Берем боковые крючки, заводим их под фантуры и навешиваем с грузиками с обеих сторон края полотна. И в процессе вязания не забываем перевешивать боковые крючки с грузиками через каждые 20-30 рядов. Связали полотно резинкой 1 на 1 через иглу. Но мне не нравится здесь плотность, слишком уж тугая получилась. Нужно было плотность поставить на 5. Вот этикетка от ниток, которыми я вязала. Здесь в 100 граммах 250 метров. Для такой толщины ниток третья плотность маловато. И забыла еще сказать, плотность основной вязки должна быть на 2-3 единицы больше наборных рядов. Если основу вяжем на 5-й плотности, то для наборных рядов ставьте плотность на 2 или 3. Переходим к вязанию ластика, то есть резинки 1 на 1, когда в работу выдвигаются все иглы. Плотность на обеих фантурах ставим на 0. Настройки идентичны настройкам прежней вязки, не буду повторяться. Единственно передвигаем рычаг полушага на H. То есть иглы на фантурах располагаются в шахматном порядке относительно друг друга. Ручка сдвига остается на 5. Выдвигаем нужное количество игл на обеих фантурах. Вставляем нить в нитевод соединительного плеча. И провязываем первый наборный ряд. Навешиваем оттяжную гребенку и на нее грузы. Далее провязываем 2 закрепляющих ряда круговым вязанием. Здесь последняя провязанная петля находится на нижней фантуре. Следующий ряд начинаем с предпоследней иглы. Соответственно, первый круговой ряд провязывается на верхней фантуре. Все манипуляции для кругового вязания проделываем слева кареток. Ручку выбора узора с OU переставляем на SJ. Левый боковой рычаг на верхней фантуре переставляем с кружочка на треугольник. При этих настройках на верхней фантуре ряд справа налево провязывается, а слева направо не провязывается. Левый установочный рычаг на нижней фантуре переставляем с единицы на 0. При этом на нижней фантуре ряд справа налево не провязывается, а слева направо провязывается. Провязываем второй закрепляющий ряд. Провязались петли только на верхней фантуре. На третьем закрепляющем ряду провязались петли только на нижней фантуре.
Обнуляем счетчик рядов. Для основного вязания ластика все настройки возвращаем в исходное положение. Ручку выбора узора ставим на ОУ. Боковой рычаг слева на верхней фантуре переставляем с треугольника на кружочек. Установочный левый рычаг на нижней фантуре переставляем с 0 на 1. Для основного вязания ставим плотность на 2 на обеих фантурах. И вяжем ластиком основное полотно, не забывая при этом выдвигать крайние иглы, чтобы петли с них не соскользнули. И навешивать боковые крючки с грузиками через каждые 20-30 рядов. Готов образец, связанный резинкой 1 на 1 ластик. Опять же и здесь мне не нравится плотность, слишком тугая. Когда вязала, было тяжеловато толкать каретку. В этом мотке 550 метров в 100 граммах. Для такой толщины ниток плотность надо было поставить на 3 или 4. Мне кажется, я подробно описала, как вяжется резинка 1 на 1. Если у вас остались вопросы или пожелания, пишите в комментариях. Делайте все с удовольствием и даже где-то с азартом. А я со своей стороны постараюсь доводить до вас свои знания и умения в доступном и понятном формате. И не забывайте заглядывать на мою страничку в Дзене. Там я выкладываю ту же информацию, что и в видео, но в текстовом варианте, чтобы вам легче было усваивать материал. Спасибо за просмотр и до новых встреч!